Алла Петровна, а здесь точно депутат с золотом лежит? Да точно, точно. Тетя Кать, Петров, все быстрее сюда, мы его нашли. Лопату возьми. Да 100 килограмм золота я руками отрою. Парень из США, который занимается мусорным дайвингом, на этот раз обнаружил в контейнере гору продуктов питания. По всей видимости, выбросили из-за истекших сроков годности хранения. Но парень оказался не из робкого десятка, он не побрезговал и забрал всю жратву себе. Некоторые продукты могут употребляться в пищу и после истечения срока годности, зачастую этот срок приблизителен в меньшую сторону, но заранее определить день, когда продукт действительно испортится, практически невозможно. Именно по этой причине наличие штампа или стикера со сроком строго обязательно, только так покупатель может сориентироваться. Покупать все продукты питания с истекшим сроком не рекомендуется, но есть исключения из нескоро портящихся продуктов, где сроки в разумных пределах не играют роли. Это макароны, некоторые виды сладостей, например, леденцы, консервы, мед, полуфабрикаты, хлеб, пока он фактически пригоден в пищу, все крупы, яйца до признаков непригодности. На некоторых продуктах, в том числе из этого списка, срок годности помечается как неограниченный. Это значит, что при соблюдении условий хранения, сухое место или морозильная камера, продукт не испортится очень долго. Охотник за сокровищами во время очередного выезда в лес с металлоискателем ходил себе, находил монеты, и вдруг на его пути встретились заброшенные автобусы. В одном автобусе он обнаружил книгу о Шерлоке Холмсе и деревянную табличку с письмом или, возможно, с посланием. В другом автобусе мужчина нашел много разбросанных монет и остатки еды. Coins. Oh, it's just everywhere. How long has that been in here? Походу, здесь иногда ночуют бомжи. Что он туда ходит? Не знаю, он нам не говорит. А вот он не говорит, вот это бомжи. Тем более, что еще и кровать есть. Брэндону из США посчастливилось найти в мусорном контейнере старый смартфон HTC. Oh my God, no way. Он еще и оказался исправным. Oh my God, it works. This is crazy. A phone, everyone. The HTC, whatever that is. It's not a Samsung or an iPhone, but look at this. Гаджет уже давно устарел, и владелец просто его выбросил, но почему-то забыл удалить свои фотки. There's a doggy. Bark, bark. And there's some weird. А также Брэндон нашел много шмоток. No way, a Barbie. Close. Well, I think that's everything else. Ребята из Германии нашли заброшенный Volkswagen T25 1981 года выпуска с бензиновым двигателем. Эта машина пробыла здесь бог знает сколько времени. Они вытащили микроавтобус с небольшим гусеничным трактором. На помоечке пора. А ну свали отсюда, это моя помойка. Парень из России, который роется в помойках Питера в поисках ценных вещей и ведет YouTube канал Штребух, нашел в одном из мусорных баков чуть разбитый, но вполне рабочий iPhone. Да ну нахер. Золотистый. Блин, экран битый. Короче, главное, чтобы здесь iCloud не было. Да ладно.
Потому что если там, короче, iCloud, это плату менять, цена ему на Авито с целым экраном 1004, наверное, уже. Он включился. Сенсор работает. Тут даже много всего установлено. Жесть, давайте посмотрим, что в нем есть вообще. Фотки. Ребят, тут дохера фоток. Тут дохерища, просто дохерища. Обалдеть. Халявненький айфончик с помоечки. Я очень счастлив. А также нашел видеокарту, которую в принципе можно починить и пользоваться. Она в пленке даже. Я в шоке, бля. Обалдеть. Это видюха GTX 760, 2 гига, DDR5, 256 бит шина. Походу я понял. Вот здесь вот погоревшие эти чипы. Походу из-за этого и выкинули. Если здесь нет отвала, а всего лишь вот эти чипы надо перепаять, я, короче, ее в ремонт сдам. И ее починят, и будет у меня в гараже видюха на 2 гига. Парню удалось найти еще много чего интересного. Более подробно можете посмотреть на его канале. Опа, куртка. Я в шоке. Гуччи. Made in Italy, ребятки. Ебу. Обалдеть. Смотрите, значок Гуччи. Это походу Арик. Или хорошая подделка. Парень обнаружил заброшенный мотель с 2 автомобилями. Старая Volvo и минивэн Dodge. Американец Шейн Штайнер, который занимается дайвингом, нашел золотое кольцо в 14 карат. А также нашел исправные Apple Watch, в которых еще даже не успел сесть аккумулятор. Что говорит о том, что часы потеряли недавно. Кстати, цепь, которая лежала рядом с часами, оказалась не серебряной, об этом парень уже узнал на суше. Шейну удалось вернуть умные часы законному владельцу. Oh my god! Dude, okay, so where'd you find it? 2 weeks ago. 2 weeks ago? 2 weeks ago, yeah. Yeah, for sure. Thanks, man. В городе Кетчикан на юго-востоке штата Аляска, США, мужчина запустил подводный дрон с камерой и обнаружил на глубине 12 метров затонувшую рыбацкую лодку Вера Мари, построенную в 1919 году. Парни из Великобритании узнали, что в подвале этого заброшенного здания спрятаны автомобили на миллионы фунтов стерлингов. Они отправились исследовать данный объект. Дело в том, что The Car Company обанкротилась, поэтому все оставшиеся предметы были конфискованы и будут проданы с аукциона. Из-за коронавируса они остались здесь намного дольше, чем планировалось. Ребята обнаружили множество чрезвычайно редких суперкаров, Формулу-1, Бентли, автомобили марки Бристол и много других авто. Absolutely pristine. Wow.
Doesn't look like there's an engine in it. No, there's not. Yeah, we've got loads of wheels and tyres here. Oh wow, look at that. Oh my god, there's loads. Wow. Yeah, it was a taxi. So this is an electric 8-wheel drive. Not very safe, but fun. А также в этом помещении находились деревянные макеты машин. Охотник за речными сокровищами Тристан Яптенко нашел под городским мостом огромную золотую цепочку в 14 карат. What the heck, bro? This is real. Like 14K too. Holy crap, man. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.